Тушеная скумбрия с редисом по-корейски. Начинаем мы с вами с того, что заготовим некоторые ингредиенты, а именно немного имбиря, корня имбиря свежего, или же можно использовать имбирный порошок, пудру, где-то пол-столовой ложки, и чеснок в молотом виде 1-2 столовые ложки, это где-то пол головки чеснока. Все это мы перемалываем в блендере. Также нам понадобятся с вами некоторые овощи и одна скумбрия среднего размера или же большая. Ее нужно хорошо помыть, как снаружи, так и внутри. Внутри нужно будет вычистить ее хорошо, убрав все кровяные затеки и подтеки, и освободить ее от возможных костей. Затем мы приступаем к нарезке овощей. Одна луковица среднего размера или большая мы нарезаем полукольцами среднего размера. Затем 2 зеленых перца чили, или 1 зеленый, 1 красный, мы нарезаем крупными кусками, где-то около 1 сантиметра. Несколько стручков зеленого лука, 4 или 5 мы нарезаем мелкими кольцами. Корейцы используют в приготовлении своих блюд достаточно много зеленого лука. И 1 средний дайкон редис, или если такого мы с вами купить или найти не можем, то обычный красный редис нам тоже подойдет, просто потребуется его уже тогда 2 штуки. И нарезаем какими, собственно говоря, по форме кусками, это не важно, но толщина должна их быть около 1 сантиметра, потому как мы создаем баланс между временем проварки овощей и, собственно говоря, самой рыбы. Вот все овощи, которые нам потребуются, и затем приступаем к нарезке скумбрии. Лучше всего сначала разрезать рыбу посередине, чтобы затем было проще нарезать остальные части кусками одинакового размера. И все ингредиенты заготовлены, можно приступать к заправке. Мы выбираем посуду, в которой собираемся готовить, глубокую сковородку или же кастрюлю, и в первую очередь закладываем на дно редис. Редис у нас впоследствии даст достаточно много воды. Затем сверху укладываем нарезанную кусками скумбрию поверх уже заложенного редиса. Затем можно закладывать все прежде нарезанные овощи. Распределяем их равномерно по всему пространству выбранной нами посуды для приготовления. Не забываем также и про зеленый лук. Его закладываем вместе с овощами. И заливаем воду. Можно использовать обычную воду, а можно использовать 3-ю воду из-под промывки риса, так как это делают в Корее. Но я использую обычную воду, и мы заливаем ее на уровень, чтобы покрывала редис до скумбрии, потому что редис потом тоже даст воду. И закладываем уже остальные специи. Сахар в объеме 1 столовой ложки и сироп 1 столовая ложка. В Корее используют кукурузный сироп. Если нет сиропа, то сахар еще 1 столовая ложка. И затем прежде перемолотый нами имбирь и чеснок. Следующий ингредиент – это рыбный соус в объеме 1 столовой ложки, для того, чтобы получить более глубокий и насыщенный вкус. Если этого ингредиента нет, то его можно спокойно пропустить. И соевый соус 4 столовые ложки мы с вами добавляем. Если вдруг соевого соуса нет, просто тогда посолите по вкусу. И молотый красный перец мы добавляем в объеме 1,5 столовой ложки. Но это будет сильно остро. Я люблю сильно острый. Если вы сильно острый есть не можете, то используйте 1 столовую ложку или пол столовой ложки. И все это мы с вами должны либо изначально решить, мы накрываем крышкой это, либо не накрываем. Потому что если мы будем то открывать, то закрывать, будет очень много рыбного запаха. А мы хотим вкус рыбы, но не ее запах, собственно говоря. И все это мы с вами на среднем огне готовим. Рыбу можно либо постоянно сверху заливать имеющимся соусом, либо перевернуть. Но когда это достигнет вот такого состояния, когда останется водяной массы только для того, чтобы залить рыбу, то есть когда это станет как соус, то тогда блюдо, собственно говоря, готово. Его можно снимать и подавать к столу.
Мы как подаем: снизу выкладываем на тарелку редис, сверху рыбу и сверху заливаем оставшимся соусом. И все, собственно говоря, можно есть. Приступаем к тестингу. Рыба, сама скумбрия, она очень полезна и очень вкусная, поэтому я советую этой рыбой не пренебрегать и обязательно попробовать ее хоть раз приготовить. Хочу еще сказать то, что все рецепты, которые я привожу в своих видео, я готовлю корейские рецепты, но некоторые ингредиенты я заменяю по месту жительства, поскольку сейчас мы живем не в Корее, а в Грузии. Я стараюсь следовать оригинальным традиционным рецептам, но заменяю некоторые ингредиенты, поскольку их здесь просто невозможно найти. Поэтому мои рецепты, я думаю, прежде всего будут интересны тем людям, которые находятся в таком же территориальном положении. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!